Здравствуйте, уважаемые господа! Начинаем вебинар по здоровью. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Ну что, я сегодня отвечаю на вопросы, которые вы задаете в вебинарной комнате на сайте интернет-магазина aduiko.com компании «Тибетская формула». Рудых Галина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Замучила тахикардия, просыпаюсь даже ночью. Посоветуйте, что делать, спасибо. Поможет адреноблокаторы, это препараты для сердечной деятельности, можно приобрести в аптеке. Из моих препаратов поможет препарат Серантал и NSCard по 2 таблетки 3 раза в день. Андрей Андреевич, пишет Женя Анисимова, если не имеет кожа на спине частично, и как почистить сосуды народными способами. Проблема онемения кожи на спине называется парестензией. И такая парестензия очень часто является проблемой заболевания позвоночника. Нервные окончания входят в мозг, и обычно говорят вот такие полосообразные онемения о том, что у вас есть спондилолистоз или грыжи позвоночника, позвоночной ткани или воспаление позвоночной ткани во всех совершенно случаях. Даже если человек говорит, что у меня это периодически, я хочу вам сказать, что это правильно. Обычно любые заболевания позвоночника, они не проявляются одномоментно, обычно это происходит вот так, через определенные периоды, и как правило симптоматика всегда одна и та же, и она связана с вот такой парестензией. Именно поэтому я бы хотел вам дать все-таки совет. Найдите 7 упражнений для позвоночника Андрея Дуйко, используйте их, как я там даю. Найти это можно в виде бесплатного вебинара, который я когда-то проводил. Там я показываю очень несложные 7 упражнений, которые необходимо делать с утра. Из моих препаратов рекомендую принимать препарат Вертебралис по 2 таблетки 3-4 раза в день и мазь, которая называется вертебрализовая. Далее, как можно в домашних условиях и легко почистить сосуды народным способом. Существует народный способ. Вообще, знаете, для того, чтобы понимать, как почистить сосуды, необходимо рассмотреть вопрос, чем же забиваются сосуды, почему. Что это такое? Обычно это связано с заболеванием, которое называется атеросклероз. Одна из проблем атеросклероза — это появление атеросклеротических бляшек. Появление в интиме сосуда появляются атеросклеротические бляшки. Они обычно происходят, если их рассматривать, то это происходит как накопление липопротеинов, которые склеиваются между собой, которые скорее всего несли на себе холестерин, после чего происходит вот увеличение и накопление липопротеинов. Протеины — это белки, между собой они спаиваются, происходит появление бляшки. Это мое мнение, могу сказать, что оно отчасти не медицинское. Что такое холестерин, почему холестерин возникает, и как справляться, и какие есть народные способы, в общем, на что необходимо обращать внимание. Что же это за бич такой? Как известно, холестерин на сегодняшний день выявляется 3 видов. Это холестерин, липопротеины высокой плотности, низкой, очень низкой плотности. Липопротеины высокой плотности — это грубо полезный холестерин, который полезен для нашего организма. Низкой, очень низкой плотности — это плохой холестерин. Холестерин — это жировой липид или липид, который образовывается печенью и который переносится на протеинах, которые называются липопротеинами. То есть протеин, который переносит на себе холестерин. И для чего этот холестерин нужен? Дело в том, что холестерин участвует в формировании клетки во всем организме, и усвоение такого липида холестерина происходит в случае, если клетка имеет высокую эластичность.
Высокая эластичность клетки обычно формируется в случае, если нет никаких проблем в организме, которые связаны с коллагеном и формированием коллагена. Весь связочный аппарат в организме состоит из коллагена, и очень часто потеря коллагена приводит к потере эластичности холестерина, к потере эластичности клеток организма, что в итоге приводит к увеличению холестерина. Это, конечно же, очень улыбает, но я бы хотел сказать вам, что это прямо доказательно. Почему я это говорю? Оказывается, в случае, если человек, который страдает увеличением холестерина, начинает принимать статины, то холестерин, конечно же, уменьшается. Но есть такая особенность. В случае, если вы хотите заменить статины и не принимать статины, а заменить их коллагеном, обычно я рекомендую использовать животный коллаген. В случае, если человек начинает использовать или применять животный коллаген, в моей компании животный коллаген называется коллаген восстанавливающий. В случае, если человек начинает принимать животный коллаген по 1 грамму на 10 килограммов своего веса, допустим, у вас 70 килограмм, это 7 грамм на протяжении дня, в одной таблетке 0,5 граммов, того получается где-то в районе, наверное, 14 таблеток. Но коллаген можно купить не моей компании, а другой компании, допустим, принимать его где-то 14 граммов в день, то холестерин снижается. Также народные способы снижения холестерина — это уменьшение употребления глюкозы, так как увеличение холестерина очень часто является симптомом сахарного диабета 2 типа. Второе, не стоит забывать о том, что холестерин вырабатывается печенью. Именно поэтому поддержание печени в случае, если у вас высокий холестерин, это условие номер 1. Прием препарата Тантал или можно лекарственного растения, допустим, расторопша или фарм растения какого-нибудь, который может поддержать формирование гепатоцитов в печени. Далее. Холестерин — это холес, это клетка, астерин — это воска. Таким образом, такая клетка воска или восковая клетка, она может уменьшаться и может выводиться и может очищать бляшки в случае, если человек просто каждый день начинает принимать по 1 столовой ложке оливкового масла 2 раза в день. Второй вариант. Холестерин участвует в формировании гормонов. Каких именно? Кортизола. Кортизол, в свою очередь, из него формируются гормоны гидрокортизон, которые участвуют в формировании связочного аппарата суставов. Именно поэтому в случае, если у человека происходит появление заболевания ревматоидный артрит, то количество кортизола уменьшается и вводят в виде гормона гидрокортизон, что производная кортизола. Дальше сам по себе кортизол и его питание холестерином происходит в случае, если у человека активно формируются гормоны эстрадиолы, прогестероны. Это женские гормоны, и тестостерон — мужской гормон. В случае, если происходит замедление выделения данных гормонов, то у человека начинает появляться недостаточность усвоения холестерина. Холестерин очень низкой плотности, липопротеины низкой и очень низкой плотности начинают увеличиваться, что фактически приводит к появлению атеросклероза. Ну и 2 вещества и 1 действие, которое человек должен навсегда исключить из своей жизни или уменьшить его до максимально низкого уровня. Первое — это курение. Что бы кто ни говорил, курение, конечно же, не особо вредная и плохая привычка, но нужно всегда помнить о том, что если человек курит и делает это активно, независимо от того, курите вы электронную сигарету или курите вы какую-либо другую сигарету, формируется синильная кислота, формируется никотин, формируются вещества
горение, канцерогенные вещества. На это все реагирует холестерин, увеличиваясь в объемах. Особенно страшно это курение, которое совмещается совместно с приемом безобидной чашки кофе. Кстати, кофе, которое заваривается в турочке, в нем находится вещество, которое называется кофейное масло. Данное кофейное масло является мощнейшим канцерогеном, которое, конечно же, не послужит тому, чтобы у вас появилось онкологическое заболевание, но вполне может привести в комплексе с выкуренной сигаретой к тому, что у вас появится в дальнейшем повышение холестерина. Именно поэтому людям, которые начинают бороться с высоким холестерином, необходимо знать, что кофе для вас должен быть запрещенным напитком, сигарета уменьшать до максимума, то есть начинать курить гораздо реже, не так часто. Ну и третье — это длительный сон. Чем дольше человек спит, тем быстрее холестерин снижается. Это особенность, которая уже изучена, и в данный момент уже есть определенные исследования, которые доказывают, что увеличение количества холестерина может быть напрямую связано с циркадным ритмом человека. То есть в случае, если человек полноценно спит целую ночь, то есть он засыпает в 11 часов вечера и просыпается там, 8, 9, 10, уже не особо важно, то этот человек полноценно, проводя ночь в сне, этот человек не имеет высокого холестерина. В случае, если человек имеет высокий холестерин, и увеличить у этого человека количество дневного сна или ночного сна, то, как ни странно, холестерин уменьшается, причем эта задача достигается в предельно короткий период времени. Еще раз, если у вас высокий холестерин и развиваются заболевания атеросклероз, окклюзии сосудов, тромбоз сосудов, то вам необходимо знать, что кофе для вас губительно. Для вас губительно употребление курения, уменьшайте эти привычки, увеличивайте сон. Начинайте принимать коллаген и максимально уменьшайте количество употребляемой глюкозы до минимума. Также я рекомендую народный способ, это использование куркумы, чеснока, это использование зеленого чая, это использование сока из помидор, также помидорный суп. Почему помидоры? Там находится ликопин, это вещество антиоксидант, которое великолепно растворяет в себе липопротеины, которые являются бляшками атеросклеротическими. Ну и в общем-то могу очень рекомендовать именно это. С препаратами моей компании рекомендую использовать набор, который называется Гворгин, а также атеросклеропатин. Это препараты, которые можно принимать по одной таблетке 3 раза в день, которые достаточно эффективно и в короткий срок могут помочь справиться, в том числе и с высоким холестерином, если принимать совместно с коллагеном. Ну и, конечно же, справиться с атеросклеротическими новообразованиями. Ирина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Сейчас идет 3-я неделя, как я заболела, ковид. 7 дней пила аугментин 1000, как вы рекомендовали. Течение болезни было не тяжелое. Сейчас, кроме слабости, очень донимают приливы жара с потением и головные боли с жжением внутри головы. Мне 63 года. Посоветуйте, что можно делать из ТФ. У меня сейчас есть трибетин, морбус и гваргин. Трибетин принимать сейчас не нужно. Скорее всего, течение самого заболевания у вас закончилось. Почему у вас происходит вот такое вспотевание или приливы жара? Это говорит о том, что происходит активность почек и формируется вот такое выбрасывание жидкости на фоне почечной недостаточности небольшой, ишемической может быть недостаточности. Что необходимо сделать? Ишемическая недостаточность может формироваться на фоне снижения усвоения кислорода легкими, а почечная на фоне того, что легкие недополучают кислород, формируется ишемия, что приводит к почечной недостаточности. Сатурация невысокая. Что необходимо в этом всем делать? Как ни странно, но хочу вам посоветовать дыхание по методу Патрула-Далкара. То есть вы ходите на улицу или где-нибудь возле окошка, и даже если вам очень тяжело, стоя, засекайте время и дышите быстро, 1-2 минуты, не глубоко, а поверхностно. Дыхание делается через
широко открытый рот, вот так. При этом человек потряхивается. Можно посмотреть, как выполнять дыхание по Патрулу Далкару в YouTube. Я многократно записывал ролики, где я показываю, как я сам произвожу эти дыхания, а также как их произвожу вместе или совместно с группой. Вот такое дыхание улучшит иммунитет, улучшит сатурацию легких, будет препятствовать появлению вспотевания. От себя хочу посоветовать использовать препараты здоровые легкие, далее иммуногранд, далее лизам, далее эмбрио плюс. Данные препараты рекомендую использовать по одной таблетке 3 раза в день. У вас морбус есть, вот можно морбус 1 таблетка утром, 1 вечером, гваргин 1 таблетка утром, 1 вечером. Очень поможет натирание передней части легких и задней части спины камфорным спиртом. Можно камфорным спиртом делать ингаляции, но вот такое активное дыхание по Патрулу Далкару, оно действительно очень помогает. Очень рекомендую, советую. Почему у вас нет сил? Потому что у вас чрезвычайно занижен иммунитет. Почему вспотевание? Потому что у вас снижена сатурация легких. И это все необходимо вот так восстанавливать. Яна, здравствуйте. Очень стараюсь забеременеть, однако многие из ваших рекомендаций хотелось бы еще как-то повлиять на это. Скажите, правда ли, что питание может влиять, и что есть, и что я пью кофе, это может влиять плохо? Нет, кофе не может влиять плохо. В кофе находится кофейная кислота, она является мощным антиоксидантом для человека, является стимулятором мозговой деятельности и стимулятором выделения гормонального или гормонов. Что может повлиять или вообще как человек должен воспринимать невозможность иметь ребенка? Первое, на что необходимо обратить внимание, это гормональная панель, которую следует выполнить по совету вашего гинеколога. В гормональной панели есть такие показатели, как фолликулообразующий гормон и антимюллеровский гормон. Показатели данные могут наверняка и на 100% сказать, есть смысл беременеть или нет. Также наличие высоких или низких показателей тестостерона, прогестерона, эстрадиола могут показать, нет ли каких-либо проблем, которые связаны с гормональной панелью и, в общем-то, с самими гормонами, потому что высокий эстрадиол, при очень высоком эстрадиоле может быть, беременность может начаться быстро, а вот при низком может быть проблемы как раз с формированием, созреванием яйцеклетки. Антимюллеровский гормон может показать наличие вообще яйцеклеток и возможность в дальнейшем иметь ребенка. Со своей стороны, если мы говорим о питании, хочу сказать, что в народной медицине считается, что и женщинам, и мужчинам очень полезно принимать вещество, которое называется мускус. Это вещество, которое является струей бобра, которое добывается путем сбора такой струи в лесу. Мы этим занимаемся в Черниговской области. И делаем препарат, который называется мускус. Он продается у нас в жидком виде. Применение мускуса улучшает гормональную панель, помогает и женщине, и мужчине забеременеть. Из продуктов питания, которые рекомендуются мужчине согласно аюрведической системе, это сладкое или подслащенное молоко. Я обычно рекомендую 1-2 столовых ложек, 1-2 столовые ложки сгущенного молока мужчине перед сном. Также мужчине хорошо принимать гребешки, это дальневосточный морепродукт, просто жареные. Для женщин очень хорошо принимать крыжовник. В случае, если есть проблемы с эндометрием, то принимать препарат моей компании Менстронорм и препарат, мазь, который называется Эндометрикс.
В случае, если есть сбои месячных, принимать препарат дисменора. А в случае, если не наступает беременность, принимать и мужчине, и женщине 2 препарата. Карунеш по 1 таблетке 3 раза в день и Кинскид. Люди, которые принимают данный препарат на протяжении не менее 3 месяцев, в случае, если у них с гормонами все хорошо, то беременность наступает практически в 100%. Это проверено многолетним опытом применения данных препаратов. Пожалуйста. Здравствуйте, сыну 35 лет, 36 лет, по ночам просыпается от холода и мокрый. Что это? Это транзиторная паническая атака, которая начинается у мужчин в ночное время. Это говорит о том, что происходит истощение нервной деятельности. Является заболеванием психической деятельности. Что необходимо принимать? Первое, ограничить количество поступаемой информации, увеличить длительность сна, перестать употреблять алкоголь и тонизирующие вещества, включая кофе. Третье, убрать телефоны и ноутбуки, не смотреть в телефон, ноутбук и не получать информацию за 1-2 часа перед сном. Длительные, более 1 часа прогулки перед самым сном, купание под холодным душем перед сном, массаж стоп перед сном и, если очень хочется кушать, не ложиться на голодный желудок, употребление любой не очень жирной, не очень сладкой пищи перед сном. Можно, знаете что, можно чай с молоком. И там можно какое-нибудь несладкое галетное или несладкое овсяное печенье. Далее применение моих препаратов Диторекс, Паставит и Апсантин по 1 таблетке 3 раза в день. Да, это транзиторная паническая атака. Яна. Добрый день, уважаемый Андрей Андреевич, очень стараюсь забеременеть. Ответил. Лена Михеева. Здравствуйте, Андрей Андреевич, маме моей 65 лет. Инфаркт мозга, вызванный тромбозом артерий. 2 недели назад произошел. Зрение двоится, крутится голова. Как ее восстановить? Возможно ли? Возможно. Первое. Необходимо назначить ей коллаген. Пусть она принимает коллаген. Второе. Пусть принимает препарат Тутус по 2 таблетки 3 раза в день. Ладан по 2 таблетки 3 раза в день. Децепин по 2 таблетки 2 раза в день, антипорезин 1 таблетка 3 раза в день. Следить за давлением. Если давление снижается, принимать препараты, делать дыхание через кусочек маленький валидола, делать глубокие вдохи-выдохи, так чтобы холодок, который образовывается за счет рассасывания валидола, проникал в легкие, и выдохи. Через 20-30 минут выпивать 1/4 таблетки нитроглицерина. Татьяна Бондаренко. Какие препараты ТФ можно применять при жжении, ноющей боли в колене? Была травма на катании на лыжах 20 лет назад, теперь беспокоит. Это заболевание называется артрит. И данное заболевание устранится с легкостью, если принимать препарат артрозин и брызгать спреем артридикс и принимать и мазать мазью габбана. Брызгать спреем артридикс, мазать мазью габбана и принимать препарат артрозин. Вот так. Ляля Артамонова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как вывести слизь из бронхов? Бронхит астматический можно излечить. Бронхит астматический является одновременно заболеванием аллергическим и одновременно заболеванием истощения нервной деятельности, психическим. Именно поэтому лечение астмы невозможно без лечения нервов. Это даю вам 100% гарантию. И естественно, если появляется астма, то будет появляться жидкость в легких. Чем необходимо устранять? Первое. Начните принимать соду. 1 чайная ложка на стакан воды, 3 стакана в день. Соду берете 1 чайную ложку на стакан воды, принимайте 3 раза в день. Почему соду?
Сода, попадая в наш желудок, приводит к появлению каталазы, которая формирует и дает возбуждение рецепторов, которые вызывают соляную кислоту. И соляная кислота начинает возбуждаться и выходить. И соляная кислота, которая появляется в большом количестве в желудке, купирует появление у человека аллергической реакции, как ни странно. Поэтому употребление соды может очень существенно улучшить состояние. Далее применение кальция. 1 чайная ложка цитрата кальция на 1 стакан воды 1 раз в день. Далее препараты для улучшения состояния психики. Это, конечно же, препараты магния, магнум цит 300 по столовой ложке 2 раза в день. Препарат паставит и сирантал по 2 таблетки 3 раза в день. Сейчас вышел новый препарат ЛЛС. Это соли лития. Я их очень рекомендую использовать как очень мягкое вещество, которое имеет ярко выраженное стабилизирующее действие и успокаивающее седативное действие для нашей нервной системы. И принимать необходимо 1 чайная ложка на стакан воды. Можно совместно с 1 чайной ложкой магнум цит 300. По 1 стакану можно даже 3 раза в день. Очень мягкий эффект, улучшается состояние, концентрация, уходит шум в ушах, общее состояние заметно улучшается. По поводу убирания жидкости из легких, все же рекомендовал бы вам использовать мое дыхание по Патрулу Далкару. Найдите его в интернете и начинайте это делать. Далее, я знаю точно, что очень часто астма и вот такое обструктивное заболевание легких, которое возникает на фоне астмы, лечится голодом. Каким образом? Есть проверенный способ лечения астмы в случае, если вы считаете, но подходит только тем людям, которые не болеют истощением. То есть, если у вас нет анемии, если вы не очень астенично сложный человек, если у вас есть избыточный вес, вам помогут однодневные голодания 1 раз в неделю. Делайте это в четверг. С самого утра и до самого вечера и целую ночь не ешьте еды никакой. При этом, когда вы будете целый день голодать, вам необходимо принимать любые бифидобактерии. Бифидобактерии необходимо принимать любые абсолютно из расчета 1 таблетка на 10 килограмм веса. То есть если у вас 100 килограмм, на протяжении дня вы должны выпить 10 таблеток. Выполнять такое голодание 1 раз в неделю необходимо 2 месяца или 3 месяца. Как показала практика, это очень эффективно убирает жидкость из легких и очень эффективно помогает справиться с астматическим долго длящимся заболеванием. Вот. У нас есть еще препарат, он называется у нас Тарантел, это препарат от астмы. Тарантел. Марина из Москвы. Андрей Андреевич, а соду разводить в какой воде? Горячий, кипяток? Нет, не нужно разводить в горячей и в кипятке. Необходимо разводить в холодной и пить соду такую в холодном виде. Ольга Швед. Как можно увеличить сатурацию? Падает, если не дышит через кислородный концентратор. И быстро вылечить пролежни после реанимации у мужа Харриса. Возьмите фасоль, потрите фасоль. Есть у нас присыпка, это присыпка с ликоподием. Вот нужно купить присыпку с ликоподием и смазывать пролежни. Дальше второй способ. Это взять серу и воск. Возьмите воск пчелиный, 100 грамм оливкового масла нагрейте, добавьте в 100 грамм оливкового масла, не надо, это очень сложно, вот так сделайте, можно яичком, возьмите, сварите 3-4 яйца, но варите их час, потом возьмите желток, перетрите на мелкую терку
и положите на сковороду. Когда нагреется этот желток, перетертый на мелкую терку, добавьте туда на 3 яйца полстакана оливкового масла. Не доводите до кипения, просто пусть оно все нагреется, после чего немножко остынет. Отожмите жидкость, которая получится, ей смазывайте места пролежней. Как увеличить сатурацию человеку, чтобы сатурация увеличивалась? Вы заставляете меня просто идти где-то против Ютуба. Меня чуть не закрыли, мой канал на Ютубе, и написали очень нехорошую статью, причем ее написали в журнале, периодичном издании Vox, который публикуется во всем мире. То есть опубликовали на 11 языках журнала Vox по всему миру, что упражнений, которые могут помогать человеку увеличить сатурацию, не существует. Потому что ВОЗ утверждает, что это не так. Ну а я утверждаю, что в действительности такие упражнения существуют, увеличить сатурацию человеку можно. Первое — это прикладывание горчичника на уровень горла. Второе — это натирание лба и натирание носа вот таким образом Т-образным. Точка, которая находится вот здесь вот у нас в центре груди, мягкая точка, самая болезненная. Когда человек не болеет заболеваниями легких, эта точка у него, она не болит, она не болезненная. Но в случае, если у человека начинает появляться инфекционное заболевание, какое-либо коронавирус, там, вирусное заболевание и что-либо еще, то данная точка становится болезненной. Ее необходимо массажировать, также ее необходимо смазывать ментоловой мазью или камфорным спиртом, чем-нибудь, что может ее разогревать. Далее, для того, чтобы увеличить сатурацию, необходимо вдоль позвоночника делать покалывающие движения. То есть вот эта лента вдоль позвоночного столба, мышечные ткани, необходимо чем-то покалывать, взять какие-нибудь острые там предметы, допустим вилочку, и этой вилочкой прямо с одной и с другой стороны делать вот такие покалывания вертикальные, сверху вниз и снизу вверх. Ну, не так, чтобы человеку было больно, а делать это в мягкой форме. Ну вот, как-то так. Здравствуйте, у меня застой желчи, снижена работоспособность камня в желчном пузыре, дискинезия желчевыводящих путей. Пью ликолилу, лангин с перерывами почти год. Сколько еще пить? Слюна коричневая, горечь во рту. Можно ли привести все в норму? Да. Первое. Убрать глюкозу из питания. Вообще углеводы тоже перестать принимать. Начать есть вареные овощи. Вареные овощи должны на время, хотя бы на 1 месяц, занимать половину вашего рациона. То есть для вас должны быть такие продукты питания. Это винегрет с оливковым маслом, бурячок отдельно, капуста квашеная тоже можно. Также начать принимать горечи дуйко. Это препарат Амарум дуйко. 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день, можно 2 раза в день. Не переживайте, желчь, вернее, там ничего не пойдет. Вместо ликолилы начните принимать препарат Лунглин. 1 таблетка 2 раза в день. Принимайте по столовой ложке лимонную кислоту, разведенную с водой, можно на стакан воды, маленькими дозировками, по чуть-чуть на протяжении всего дня. Напомните, Андрей Андреевич, в каком количестве разводить желатин от артроза. 1 столовая ложка желатина пищевого разводится 1 стаканом кипятка. После того, когда вода остывает и ее можно пить, выпивается 1 стакан, пьется по 1 стакану 1-2 раза в день после приема пищи. Принимать необходимо на протяжении не менее 15 дней. В случае, если у вас на фоне приема, вообще данный прием желатина, если вам кто-то будет говорить: Андрей Андреевич, это полная ерунда и так далее, я хочу сказать, что желатин вмещает в себя достаточно большое количество коллагена, и который превращается в хондроитин, глюкозамин. И в общем-то желатин является дегидрированным связочным аппаратом животного, который принимает человек вот в таком виде. Это все совершенно безопасно. Это то же самое, что человек выпивает чашку просто говяжьего бульона, который сварен на костях, и
совершенно это безопасно, потому что есть такие люди, которые говорят: да вы что, у вас будут проблемы с желудком. Не будет никаких проблем с желудком. Проблемы с желудком у человека появляются, когда он нервничает. Вот если человек имеет проблемы с желудком, то он нервничает. И что необходимо сделать человеку? Успокоиться, чаще есть и есть вареную пищу. А если у человека нет проблем, а если человек голодает и ест 2 раза в сутки, если человек ограничивает себя в еде и при этом нервничает, но у него появляется заболевание желудка. И в случае, если давать ему желатин, разведенный в воде, то но давать часто, там 4-5 раз в день, то это наоборот улучшит общее состояние его ЖКТ. Что делать, если после ковид исказились обоняние и на фоне этого появилась аллергия? Аллергию поможет убрать препарат Аллергонорм, а обоняние восстановить поможет препарат Эмбрионазин в виде спрея. Он в действительности на протяжении всего лишь 1 недели может справиться с проблемами обоняния, которые исчезают после перенесенного заболевания. Нельзя сейчас произносить это слово, потому что банят видео потом в YouTube. Не могли бы вы проконсультировать по лечению синдрома Яценко-Кушинга? После лечения ковид-пневмонии длительного дексаметазона мужчина 30 лет. Дексаметазон снижен 1 мг. Отеки, прибавка в весе. Прибавка в весе и есть синдром Яценко-Кушинга. Мышечная слабость. Буду вам признательна. Яценко-Кушинга — это заболевание слабости или недостаточности как раз формирования кортизола. И при заболевании Яценко-Кушинга происходит набор мышечной массы по принципу Яценко-Кушинга. То есть происходит набор массы тела в средней части и уменьшение мышечной ткани и общего веса в конечностях. Как необходимо справляться с этим? В нашей компании есть разработанный препарат, который исключительно лечит заболевание, исключительно Яценко-Кушинга. Данный препарат называется, сейчас скажу, Тарантел, по-моему. Сейчас, 1 секунду. Но мы его выпускаем до сих пор. Есть успешные прямо показатели лечения данного заболевания. Сейчас скажу. Называется он Tentorix. Да. Здесь написано: улучшает артериально-лимфатическое кровообращение в почках. Нет. Данный препарат Tentorix мной был разработан как препарат лечения надпочечников. Как раз как препарат, который должен восстанавливать деятельность надпочечников и лечить, по моему мнению, заболевание Яценко-Кушинга. Далее, для того, чтобы вес не набирал, необходимо азот содержащие продукты принимать, а также принимать азот содержащие компоненты. В моей компании это ЕМА. Вот с Яценко-Кушингом пусть принимает ЕМА, 1 чайная ложка на полстакана компота там, или воды 2-3 раза в день. Также пусть принимает на протяжении дня четверть таблетки нитроглицерина, можно 2 раза в день. Также увеличит количество употребления крыжовника, вот, красных ягод, баклажан, вот такой вот еды. Далее, ну и принимает обязательно препарат Tentorix моей компании. Андрей Андреевич, от чего трясутся руки и как это убрать? Трясутся руки, может быть, как заболеванием, просто стресс, перенесенного стресса, так и заболеванием формирующегося, так и заболеванием нервной деятельности, такими заболеваниями, как формирующееся заболевание Альцгеймера или Паркинсона. По моему мнению, любой тремор рук, внешне проявляющийся или внутренне проявляющийся, является синдромом
сбоя нейрогуморальной системы с недостаточностью усвоения витамина D и поражением печени, вероятнее всего, печеночной недостаточности на фоне жирового гепатоза печени. Чем восстанавливать печень? Первое, необходимо начать принимать препараты с высоким содержанием меди. В моей компании это препарат Алгоцин. Принимать его необходимо 1 чайная ложка на стакан воды исключительно после приема пищи через 10-15 минут. Принимать 2 или даже 3 раза в день. Принимать дополнительно препарат Серантал, Паставит, стальные нервы, антипорозин и ладан. Здравствуйте. Ребенку 4 года, начал разговаривать после 3. Сейчас говорит отдельные слова, но предложение не укладывает. Как ему принимать мнемонорм? Мнемонорм необходимо принимать в виде чая. Заваривайте мнемонорм 1 пакетик чая на 1 стакан воды. Добавляйте мед, наливайте в бутылочку, если он пьет с бутылочки, или давайте так в виде компотика, и пусть ребенок принимает. Чем можно устранить или увеличить, у ребенка скорость формирования речи? Помогут вот такие упражнения, когда ребенок что-то лепит своими руками, мнет тесто, там что-то делает, шарики, вот такие игры. Второе, смена большого количества тактильных возбуждений. Допустим, здесь он жмет холодное, здесь трогает горячее, здесь ест кислое, после чего сладкое, после чего горькое, после чего там такой вкус, такой вкус, такой. Играйте в такую игру, положите большую тарелочку, здесь соленые орешки, сладкие, перченые, огурчик, еще что-то, там лимонная кислота, может быть там сладкая конфетка, еще что-то. И вот с ребенком играйтесь. Он достает язык, а вы мажете этот язык кисточкой или еще чем-то. Обязательно пусть рисует и так далее. Это все будет перевозбуждать центральную нервную деятельность и будет формировать или улучшать состояние психической деятельности ребенка, и формирование слов будет происходить более активно. Как восстановить работу вкусовых рецепторов после ковида? Прошло почти год, а вкуса пищи не ощущаю в полном объеме. Очень много людей обращаются с данным вопросом ко мне, и это постоянно происходит. Я очень рекомендую вам использовать мой препарат, который называется эмбрионазин. Его можно использовать и перорально, то есть брызгать в горло и в рот, и в носовые полости. В действительности очень активно и очень быстро восстанавливает вкусовые рецепторы. В случае, если есть гайморит, использовать эмбрионазин совместно с препаратом спрей лизамовый или лизоцимовый. В случае, если есть глаукома и ухудшилось зрение на фоне перенесенного ковид-вируса, то используйте спрей окситоциновый, орошайте им носоглотку, это улучшит состояние глаз. Окситоциновый спрей является мощнейшим вазодилататором, то есть по-другому расширяет сосуды. Особенно это полезно тем, у кого есть макулодистрофия, которая возникает на фоне сужения сосуда, увеличения давления в сетчатке, в макуле. И именно поэтому применение препарата окситоцин спрей для носа может помочь в том числе не только избавиться от носовых кровотечений, гайморита, спазмов, связанных с вегетососудистой дистонией или там фокальными видами дистонии носоглотки, а может еще и повлиять на улучшение общего состояния зрения, уменьшить вазоконстрикцию сосудов, то есть сужение сосудов путем расслабления и расширения сосудов. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Климакс, сильных проявлений нет, а вот бессонница замучила. Засыпаю после 2 часов ночи, ничего не помогает. Что посоветуете? Есть медицинский препарат, он называется Левана. Очень хорошие таблетки, они безопасные, принимайте их. По 2 таблетки перед сном. Если можете купить мои препараты, принимайте капли Дремин, 30 капель за час до сна, 30 капель перед сном. Принимайте совместно с препаратом Паставит, 2 таблетки перед сном. Это улучшит состояние. Также помогут холодные ванночки для ног.
Берете ванночку, ставите туда ножки и перед сном льете в эту ванночку не горячую, а холодную. И льете в эту ванночку холодную воду из-под душа. При этом топаете вот так, топаете. После того, когда потопали, достали ноги, хорошо их вытерли таким махровым, мягким, теплым полотенцем. Кстати, сейчас я вспомнил, вы знаете, что повышение холестерина может быть следствием гиперфункции щитовидной железы и может быть одним из показателей недостаточности авитаминоза с недостаточностью витамина D. Именно поэтому в случае, если у вас есть высокий холестерин, можно попробовать попринимать витамин D и улучшить состояние. Кстати, есть некие витамины, которые, или минералы, которые не очень безопасны для человека. Недавно я смотрел программу в ТикТоке, где блогер или врач, я не знаю, вот не могу сказать ни фамилию, но в данном видео данный блогер, врач, видимо, это мужчина, он говорил о том, что цинк очень важный элемент, и очень важно принимать его там женщине для того, чтобы улучшить состояние кожи, улучшить состояние зубов, улучшить состояние волос и так далее. Я могу сказать, что не все так легко с цинком. Дело в том, что цинк, который женщина может опрометчиво принять перед приемом пищи, может привести к появлению даже одноразовый или однократный прием 10-30-50 миллиграммов цинка, обычно они идут в дозировке от 50 даже до 500 миллиграммов, могут привести к появлению, одноразовое применение может привести к появлению язвы желудка. Цинк в таком виде может привести к появлению язвы, потому что, попадая в желудок, он очень влияет на оболочку желудка и может произойти просто вот такое химическое изъязвление. Именно поэтому в случае, если вы уже решили для себя принимать цинк, вы должны знать, что цинк натощак нельзя, цинк можно только во время пищи, цинк не должен быть в высоких дозировках, цинк нельзя принимать перед сном. Также с цинком не должны принимать женщины, у которых там гастроэнтериальный рефлюкс, у которых отрыжка по ночам, у которых плохой запах изо рта, у которых есть проблемы там, стенокардии, у которых есть проблемы грыжа пищевода, у которых есть язва или гастрит, или что-либо там связанное с двенадцатиперстной кишкой, или с тонкой кишкой, или там с запорами и так далее. Всем этим людям я не рекомендую использовать препараты цинка. При климаксе очень рекомендую использовать препарат компании Climac-Trx по 2 таблетки 3 раза в день. Очень смешная есть рекомендация, она действительно очень смешная, но несмотря ни на что является эффективной. Вы знаете, Васька слушает, да кушает, вот точно так же и я. Вы знаете, иногда такие вот нетрадиционные методы, которые могут насмешить и врача, и здравомыслящего человека, но которые используются народом на протяжении сотен лет, могут быть гораздо полезнее или гораздо полезнее, чем препараты, которые создавались там веками фарминдустрии и которые разрабатывали институты и знаменитые академики. Вот точно так же с этим климаксом. Вы знаете, что климакс, в общем-то, несложно полечить в случае, если использовать старинный такой народный способ. Необходимо взять ржавый гвоздь, вымыть его в воде, после чего нагревать его за одну сторону, держа плоскогубцами над прямым пламенем огня, там, над конфоркой. После чего окунать после нагрева его просто в холодную воду. Появляется вот такая окалина. И эту воду необходимо выпить с окалиной. Пить ее необходимо 2 стакана в день. Обычно, в случае, если это климактерические проявления, то они исчезают на протяжении уже первой недели после приема. Я знаю, насколько это большая проблема, но если у вас все же нет возможности лечиться, посещать гинеколога и посещать невролога, и нет возможности лечиться, и нужно хоть что-то для того, чтобы вам помочь, ну вот
хоть что-то может вам помочь, и это моя вот такая несложная рекомендация. Ливана, у нас Ливана не продается, чем можно заменить? А где это у вас? Ливана, препарат. Ливана 1С. Купить. В Российской Федерации продается, в Украине продается, в Казахстане посмотрим сейчас. Казахстан. Там же очень много есть препаратов таких, которые являются аналогами. Аналогов, ну вот очень много там всевозможных. Сейчас посмотрим. А вот я нашел. Есть аналоги, есть российские аналоги. Называется Радедорм, Фульсед, Экстазолам. Экстазолам. Видите, есть вот такие препараты разные. В детстве у сына удалили аденоиды. Была искривлена перегородка в носу, делали операцию. По утрам у него нос забит. То, что ему мешает, не всегда чувствует запах. Как быть? Пусть использует препарат трангиновые капли, закапывает нос 1-2 раза в день. И использует мой препарат Эмбрио Плюс, тоже 1-2 раза закапывает в нос. Это уберет у него не только забитый нос, а еще и улучшит состояние проходимости протоков. Здравствуйте, ребенок часто болеет бронхитом, имеет очень сухой и удушливый кашель. Неделю в садике и 2 дома. Врачи кладут подозрения на астму, но конкретного диагноза нет. Поможет ли ему именно грант детский? Давайте ему Эмбрио Плюс и давайте, знаете что, Астма Стоп. Можете заказать и тот, и другой препарат в виде чая. Уменьшите количество употребления глюкозы у такого ребенка, пусть меньше ест глюкозы. Также перед сном натирайте грудную клетку мазью компании, можно там камфорным спиртом, можно мазью компании с ментолом, там у нас ментоловая мазь есть, можно золотым бальзамом Дуйко. Делайте ингаляцию с серебром или ингаляцию ванадий, или ингаляцию можно с популином, можно с германием. Вот такие ингаляции. 1 чайная ложка на стакан воды заливается в камеру ингалятора, производится ингаляция. Самая лучшая ингаляция, которая может помочь ребенку, это 1 чайная ложка вещества, которое называется эмбриональный эликсир. На 1 стакан воды использовать эмбриональный эликсир в виде вот такого, состава, заливая в камеру ингалятора и производя ингаляции. Действительно очень эффективно, очень быстро восстанавливает легкие. Андрей Андреевич, повышен гемоглобин 145, лейкоциты 8 и лимфоциты 3,5. О чем это говорит? Мне 64 года. Это говорит о заболевании легких. Скорее всего, может быть эмфиземе легких, или может быть легочной недостаточности, пневмонии, бронхита обструктивного и так далее. То, что лимфоциты немножко повышенные, это тоже может быть показателями заболевания легких. Чем лечить заболевания легких? Заболевания легких хорошо лечить моим препаратом Демилон, канцерамидин, здоровые легкие.
Как лечить пилонефрит в случае, если лимфоциты поднимаются или повышаются? Чем лечится такой пилонефрит? Очень поможет черный чай. Заваривайте зеленый чай вкрутую, 1 столовая ложка на стакан кипятка. И вот так маленькими глотками по чуть-чуть принимайте вот такой чай, так чтобы без сахара. Можно по чуть-чуть в разное время, чтобы не тошнило. Высокое содержание кадеина, которое находится в черном чае, великолепно и очень щадяще влияет на почки, убирает инфекцию почек и, как ни странно, очень помогает при заболевании пилонефрит. Итак, несколько слов о последних поступлениях на наш сайт, который называется aduiko.com. Посмотрим, какие новшества и новые препараты появились на нашем официальном сайте aduiko.com. Это препарат, который называется LCC. LCC. Действие комплекса обусловлено входящим в состав компонентов лития. Литий оказывает нейропротекторное действие. Действие комплекса обусловлено входящим в состав компонента лития. Кобальт способствует улучшению передачи нервных импульсов, и церий защищает нервные клетки от разрушающего воздействия свободных радикалов. Комплекс оказывает успокаивающее действие, седативное, уменьшает проявление депрессии, улучшает состояние при различных психических заболеваниях и нервных расстройствах. Данные микроэлементы играют важную роль катализаторов биохимических процессов, происходящих в организме, обеспечивая его адаптацию в условиях нормы и патологии. Организм человека избирательно накапливает природные элементы, чтобы поддержать гомеостаз, независимо от изменяющихся внешних условий. Микроэлементы действуют в организме синергетично. Установлено, что между микроэлементами существует в организме 450 двусторонних, трехсторонних связей. Но это нам не нужно. Одним словом, использование данного препарата влияет на всю нейрогуморальную систему. Почему? Литий уменьшает метаболизм, вернее увеличивает метаболизм глюкозы и инсулина. Дальше кобальт тоже влияет на инсулин и влияет на выделение L-тироксина и тиреотропного гормона. Дальше литий увеличивает количество дофамина, увеличивает дофамин, снижает серотонин, все правильно. Одним словом, общее воздействие на всю нейрогуморальную систему в комплексе поможет вам препарат ЛЛС. При бессоннице, при стрессовых ситуациях, при неврозности, при дергании, при тиках нервных, при галлюцинациях, шумовых галлюцинациях, зрительных. Принимайте препарат ЛЛС, LCC как дополнительный препарат. Далее у нас есть очень популярный препарат, он называется бетулин. Скорее всего, уже к Новому году стоимость бетулина будет снижена в несколько раз. Это вот такой от меня промоушен, то есть сейчас бетулин стоит $20, скорее всего в дальнейшем мы его цену его заметно снизим. Почему? Потому что научились добывать его другим способом, и данный способ более экологичный и более быстрый. И сейчас это делать уже будем более активно. Замучила тахикардия, особенно во время сна. Принимайте препарат NSCARD. По 2 таблетки 3 раза в день. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Недавно говорили, что обвисший живот можно убрать только оперативно. Нет, вы неправильно, вы сейчас меня компрометируете. Дело в том, что вопрос звучал иначе. Вы просто услышали его как бы для себя вот так. Вы мне тогда задали вопрос, он звучал так. Как быстро убрать обвисший живот? Смотрите, если быстро убрать обвисший живот, только оперативно. Если медленно убрать обвисший живот, то только голодом. Вы видели когда-нибудь фотографии людей, которые были в концентрационных лагерях? Вы там хоть одного человека видели с обвисшим животом? Я вам отвечаю, ни одного такого человека вы не видели. Именно поэтому я хочу сказать вам, что если быстро, то оперативно. Если медленно, то с помощью голода. Но вы же не поедете в концентрационный лагерь, не дай бог.
А голод я рекомендую делать не многодневный. То есть голод или ограничение в пище необходимо делать, истощая организм, но 1 раз в неделю или 2 раза в неделю, просто на воде. Вот такой голод является мощнейшим, просто эффективным способом для подтягивания всей кожи. Прямо для подтягивания. Поэтому я тогда и ответил, что быстро, только оперативно. В 2018 году одна женщина написала, что убрала такой живот при помощи крема для груди СТФ. Контакты ее не сохранили. Что вы скажете на это заявление? Понятия не имею, не знаю. Возможно, до конца крема, которые есть в компании «Тибетская формула», мной не изучены в разных областях. То есть, допустим, габану я делал исключительно для того, чтобы восстанавливать связывающий аппарат сустава. Чем он отличается от золотого бальзама? В случае, если в суставе воспаление, золотой бальзам. В случае, если в суставе не формируется коллаген, габана. То есть вот как-то так, понимаете? А если там солевые отложения, ну тогда бишофит. Именно поэтому 3 препарата, которые лечат суставы. Это и габана, и бишофит, и золотой бальзам. Марина из Москвы. Иногда, когда бывает волнение, в горле появляется непонятное ощущение. Першение или что-то наподобие. Хочется попить или что-то проглотить. Щитовидка в норме. Допустимо. Все возрастное. Это не изжога. Я начинаю стучать в грудь, вроде нервного утихает. Что это такое? Это гастроэнтеральный рефлюкс. Это связано с тем, что у вас открывается помпа и кислота проникает. Когда человек нервничает, то его желудок и всегда реагирует, и очень часто у людей происходит заброс кислоты в пищевод, что приводит к ощущению покашливания. Что необходимо сделать в этом случае? Необходимо попить теплой воды или воды с небольшим количеством соды. Таким образом, можно соли и соды. Допустим, есть хорошая вода, называется эссентуки. Можно ставить перед собой стакан с эссентуками, и когда нервничаете, появляется комок, принимайте теплые эссентуки. Или любую содовую воду, или с большим содержанием соды. Принимаю НС-карт уже месяц, не помогает. Можно, знаете, что принимать? Можно принимать перед сном бисопролол. Или принимать лабиталол, или карвидилол. Я посмотрю, продается такое. Ну, бисопролол же продается. Вот перед сном можно принимать бисопролол. Сейчас скажу, какие хорошо вам принимать. Вот, биталог принимаете 50 мг, 1 таблетка перед сном. Вот такие ночные состояния исчезнут. Также принимайте препарат любое успокаивающего действия. Для вас можно просто валерьяну в таблетках. Принимайте валерьяну в таблетках. 2 таблетки 2 раза в день. Бисопролол 1 таблетка перед самым сном. И ваши тахикардии вот такие активные исчезнут. И вы будете здоровы. Здравствуйте, ребенок очень часто болеет бронхитом, имеет сухой и задушливый кашель. Неделю в садике. Так вроде ж сказал уже или нет? Вроде ж подсказал. Хороший у нас получился вебинар. Я надеюсь, сполна ответил на все вопросы, которые вы задаете. Переходите на мой сайт aduyko.com, становитесь здоровыми, меньше кушайте углеводов,
В случае, если ребенок болеет, натирайте грудь камфорным спиртом, делайте ингаляции с серебром, как я уже говорил, улучшайте иммунитет ребенку. Улучшить иммунитет ребенку помогут спреи лизамовый или лизоцимовый. Также используйте, я часто советую давать детям мой препарат, который называется сладкие таблетки Лизам. Лизам поможет горлу вам. В случае, если давать ребенку препарат Лизам, то ребенок перестает болеть и бронхитом, и танзелитом, и ларингитом, и ангиной и так далее. Мои дети принимают Лизам, могу сказать, что это очень эффективно и достаточно эффективно проявляется в том, что они перестали болеть. Ну и как профилактика в такое сложное время, особенно в детском возрасте, сам препарат создан с активным действующим веществом лизоцим, которое мы сами добываем из белка куриного яйца. Лизоцим в данном препарате стабилизирован нитратом аскорбиновой кислоты, ниацином аскорбиновой кислоты. И что делает препарат еще более усваиваемым и эффективным для использования его в виде профилактики заболеваний носоглотки любых форм, включая вирусный с ярко выраженным противовирусным эффектом инфицирования. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мне давно уже 10 лет ставят панкреатит, лечу безуспешно. Теперь врач поставил синдром раздраженного кишечника, назначил лечение. Но боли не проходят, постоянно лечусь травами, сейчас выписала ваш препарат железняк Панкресорб. Если вы будете принимать препарат Панкресорб, только его, то перестанете болеть заболеванием панкреатит. Препарат Панкресорб вылечит ваш панкреатит на протяжении 1 месяца, проверено 100%. Также для того, чтобы не было синдрома раздраженного кишечника, купите в интернете, сейчас через интернет все можно купить, купите в интернете вещество, которое называется пепсин. Вещество пепсин. Принимайте вещество пепсин четверть чайной ложки на 1 стакан воды теплой. Растворяете и выпиваете 2 стакана в день, 1,5 месяца, или 1 стакан в день 2 месяца, и вы забудете навсегда, на всю свою жизнь, что такое синдром раздраженного кишечника и панкреатит. Мой вам вот такой совет, пользуйтесь на здоровье. Ну и на этом конец. Большое спасибо за поддержку. После того, когда закончится видео, вы можете перейти на мой официальный канал, где я рассказываю о тибетской формуле. Он называется «Тибетская формула. Спасительные рецепты». Переходите на мой YouTube канал «Тибетская формула. Спасительные рецепты». Подписывайтесь на этот канал. Также ставьте свои комментарии. В данном канале вы найдете огромное количество дополнительной информации, которая связана практически со всеми заболеваниями, нетрадиционными, традиционными методами лечения данных заболеваний, особое видение врача с большим количеством такого прямого опыта и